Okay, slowly by slowly, people are coming back from lunch, finding their way. Хорошо, и сейчас мы с вами будем делать процесс. Because I think people are going to be slowly kind of coming back. Я думаю, что люди будут постепенно присоединяться, возвращаться с обеда. Now, we were talking at lunch, and I didn't really give you a lot of frame about what this is. Я хочу сделать несколько комментариев, потому что до обеда я не давала таких теоретических комментариев по поводу того, что мы будем делать. Other than that, it's a pathway, one of many. Я только сказала, что это один из путей, один из возможных путей, that allows us to sort of explore the possibility of the wisdom that lives in the body. Который позволяет нам исследовать ту мудрость, которая живет в нашем теле, соединяться с ней. This is Isadora Duncan. Isadora Duncan was the famous mother of modern dance. Изадора Дункан — это мать современной хореографии, современного танца. And she'd do these crazy dances. You know, she'd be like in Greece in the Parthenon, and she'd rip off all her clothes and start doing these crazy dances. You know? И она известна тем, что ее танцы были совершенно безумными. Она ассоциировалась, например, с древнегреческой танцовщицей, могла снимать с себя одежду, совершала безумные танцы. And the critics would go, well, what she meant by that dance was blah, blah, blah. И были, конечно, критики, которые анализировали, что же она делала. Говорили, что Изадора своим танцем хотела выразить вот это, вот это и вот это. And then, you know, another critic would go, no, you're wrong. What she really meant by the dance is blah, blah, blah. И потом появлялся какой-то другой критик и говорил, нет, вы все неправильно поняли. На самом деле Изадора хотела выразить совсем другую вещь, вот это. And of course, the next critic would, you're both wrong. You know what she really, really meant. А третий критик говорил, вы оба ошибаетесь. Она совершенно не то хотела сказать через свой танец. So finally, somebody asked her. В итоге кто-то спросил ее, что ты хотела выразить в своем танце. And she said, if I could say it, I wouldn't have to dance it. И она ответила, если бы я могла это сказать словами, то у меня не было бы никакого смысла танцевать. Because language is a reduction valve. Потому что язык — это система редукционная. Язык сокращает наш опыт. It takes my experience and it reduces it even further. Наш язык берет наш проживаемый опыт и сокращает его всего лишь до речи. Whatever is really in the world is already reduced by my very filters as a human being. Смотрите, реальность, которая нас окружает, мы уже ее сокращаем нашими естественными фильтрами. Мы можем воспринять только то, что мы можем воспринять. You know, so am I actually seeing the tree, or am I seeing an event that's happening in the back of my occipital lobe? И когда я смотрю на дерево, я действительно вижу дерево, которое там стоит, или я вижу образ, который возник у меня в мозгу. It's a very slippery world. Вообще-то это очень скользкая дорожка. Very fluid world. Очень скользкая дорожка, понять, So что же the есть реальность. idea of doing this process И вот идея нашего с вами процесса to support your curiosity, заключается в том, чтобы поддержать ваше естественное любопытство, to sort of connect to these aspects of self, and there's many descriptions you could use, very many different descriptions. Чтобы вы могли соединиться со всеми аспектами себя. Есть очень много разных описаний, какие у нас есть аспекты. You can dance anything. Но в любом случае эти аспекты мы можем танцевать, мы можем их проживать. You know, turn it over to the larger system. Можем настроиться на большую систему. And let the body use the body as the guide, as opposed to the language necessarily. И следовать за своим телом, за его мудростью. Пусть наше тело будет гидом. That just says, let's find out. Now, when Maria, beautiful Maria, was up here. И с таким настроем давайте просто выясним, поисследуем. Когда Мария была здесь на сцене, she's sort of committing to these different spaces and kind of going, what's happening in that space? I'm just making a moment of commitment. Она действительно соединялась со своими разными состояниями, и это был момент приверженности. Some of them are comfortable, some of them not so comfortable by Maria's judgment. И она их исследовала. Некоторые для нее были более комфортными, некоторые нет. All have the truth. All have a truth for Maria. They're all true from her map, right? Но в каждом из этих аспектов есть какая-то сторона Марии, какая-то ее истина. Они все для нее валидны. But when they start to connect in here, which is where they live, they understand each other in here.
Но при этом, когда мы начинаем с ними соединяться на уровне тела, а это то, где они живут, it's here where they're discrete and separate. что происходит? На уровне сознания они разделенные, это разные стороны, разные аспекты. This is the part of me that chunks things in a certain linear. Именно эта наша часть разделяет весь опыт на различные кусочки, мыслит линейно. But the body understands the connection, and once it starts to get the bigger field, this is a sense of the field inside of you. It's one description of the field of you, one of many, as I said. Но наше тело понимает взаимосвязи между всеми этими частями. Наше тело мыслит как полевой разум. What potential gets released И когда наше тело включает в себя все эти части и осознает взаимосвязи между ними, when those systemic connections are made высвобождается большой потенциал. with a kind of an awareness. Когда мы вмещаем их в себя с осознанностью. So I went, let's see if the wisdom of the body did kind of express itself there. И я сказала, давай посмотрим, проявится ли мудрость твоего тела. I know that Maria had awarenesses of things, maybe. She had learning. She learned some things probably about herself. Yeah? Would you say yeah? Yeah? Потому что я знаю, что Мария проживала важный опыт в своих аспектах. Возможно, вы чему-то научились, как бы вы сказали, She Мария, really persevered. She didn't crash and go, I'm out of here. И она научилась проявлять настойчивость, она не впала в состояние крэша, не сказала... She tried, I mean, occasionally she'd get pulled there, but she corrected herself. That's huge knowledge. How do we correct ourselves? Не сказала, с меня хватит. Были трудные моменты, но она их проживала, исправляла себя в этих состояниях. И это большой навык, уметь себя перенастроить в сложных состояниях. She was courageous, she persevered. Она проявляла смелость, и она проявляла настойчивость. She kept finding her way back home. И продолжала учиться находить свой путь к своему центру. She showed an honesty about the places. She didn't go, oh, yeah, it's okay. И она проявляла честность, когда она попадала в сложные пространства. She was true. She spoke the truth. Она говорила то, что действительно происходит. Она не делала вид, что со мной все в порядке, мне здесь хорошо. And then when we went back to that place of limitation, I go, want to, but can't. Just go there and find out if it's different now. Does the body sense it different? После всего этого процесса я пригласила ее снова зайти в пространство ограничений, то, чего она хотела бы, но не может, и спросила, что изменилось на уровне тела. И она сказала, ощущения другие. And that's the wisdom of the body, from my perspective. И как я это вижу, это и есть проявление мудрости тела. Now, if she maybe can't describe it, maybe she can't go, well, this is exactly what happened, Judy. This submodality changed, or. Возможно, Мария не может это описать словами, что именно происходило. Я тут изменила субмодальность, а здесь я приняла такое решение. But she goes, when I go there now and check into that aspect of self, но что произошло? Пройдя через весь этот процесс, зайдя снова в эту позицию, она ощутила, что что-то изменилось на телесном уровне. That's one way to kind of sense the wisdom. И это один из способов ощущать мудрость, телесно ее переживать. So if you can take any kind of process and bring life to it by using the body. На самом деле любой процесс мы можем взять и оживить его, просто включившись в него телом, прожив его через тело. So this is your task и это ваша задача или ваша миссия. Is you're going to lay out these spaces in a circle. Вам нужно будет расположить вокруг себя круг и по периметру этого круга расположить вот эти позиции. We just didn't have good space to do it here, so. Убедитесь в том, что у вас будет достаточно места. У нас на сцене просто не было места для круга. We have a place in the floor that you could fall through. That's why we have. Особое место на сцене, в которое можно упасть. All of a sudden. But I would like you to lay it out. Но я прошу вас расположить все-таки эти позиции в форме круга. You can even put paper there if you Вы like. можете даже использовать кусочки To kind of mark бумажки, that as special. чтобы маркировать разные позиции. You're going to start with centering. И начинаем мы с центрирования в центре, мы центрируемся. Make sure you're in a nice center.
Убедитесь в том, что вы действительно центрировались. Maria said, I'm trying to center, but I'm not there. And we took just a moment. It didn't take a lot of time, but took some time. So, И помните, okay. как Мария начала центрироваться и сказала, что что-то здесь не так, две половинки разрознены. И я сказала, все хорошо, просто потратить столько времени, сколько нужно, чтобы центрироваться, привести их Bring воедино. your curiosity. И относитесь к этому с чувством любопытства. This is sort of an NLP hero's journey. Можно сказать, что это такая процедура путешествия героя в терминах НЛП. Step 2, Второй шаг. go to the core. Мы соединяемся со своей сердцевиной, со своей сутью. Who are you that you've always been and always will be and want to be? Кто я? Тот, кем я всегда был, тот, кем я всегда буду, и тот, кем я хочу быть. It's probably very close to what's that best thing about you? Наверное, это будет очень What's the best близко thing about being you? к тому ответу, который вы получали на вопрос, что самое лучшее в тебе, что самое лучшее в том, чтобы быть собой. But I take the journey from a centered position. Но в любом случае я отправляюсь в это путешествие из центрированного положения, из центрированной позиции. I leave that, I go to my potential. Затем отсюда я перехожу в позицию своего потенциала. What is it like when I just touch that sense of my own potential, of what I could become? The world hasn't offered it yet, or it hasn't asked it of me yet, but it's waiting to be called. И что со мной происходит, Just когда я waiting. соприкасаюсь с этим пространством, своих возможностей? Я хотел бы быть таким человеком, я еще им не стал, но у мира для меня есть очень много возможностей. Кем бы я хотел быть в этом мире? I mean, I always talk about being a grandma because, I always had the potential of being a grandma. It's always been waiting. И я right? люблю здесь приводить пример Just про то, waiting. как я стала бабушкой, потому что большую часть своей жизни я не была бабушкой, это был мой потенциал, я просто ждала, когда он The реализуется. potential's there. Но потенциал всегда был. But then when the baby's there and you hold the baby, it gets called out of you. So the world calls the potential Но out. потом, когда появляется этот внук, и я держу этого ребенка, он does, вызывает it does. мой потенциал, и мой потенциал начинает резонировать и проявляться. Life happens and it calls our potential. То есть Yeah. жизнь с нами случается, события в жизни происходят, и они вызывают наш потенциал к реализации. Then kind of leave that, И потом мы переходим из этого пространства go to I want to be but can't. Just where's my limitation? в I want to ограничение. express my potential here, but Я хотел бы быть таким человеком, я хотел бы стать таким, но я не могу. В чем мои ограничения? I don't believe I deserve it. Я не верю, что я этого I don't достоин. believe I'm capable. Я не верю, что я на это способен. I don't believe it's possible for Я me. не верю, что это для меня It's возможно. possible for my friend, but it's not possible for me. Это возможно для кого-то другого, для моего yeah. друга, но точно не для меня. What are the beliefs? То есть тут живут наши ограничивающие убеждения. They're probably there, but how's the body expressing it? Да, The body убеждения knows. в нас есть, но нам интересно наше тело, как наше тело проявляет себя в этой позиции. Who am I not? И дальше идем в позицию границ, кем я точно не являюсь. Not me. Это точно не я. The boundary. I'm not that kind of Границы. person. Я I не don't такой want to be человек. and I never will be. Я Blah, таким blah. не хочу Okay? быть и никогда не буду. Я не такой. And then go to weakness. И затем мы идем в позицию слабости. What is the potential in me that I think of as negative? I would not want to develop that way. Какой потенциал во мне живет, который для меня является негативным? Я не хотела бы, чтобы эта часть меня стала реальностью и реализовалась. And then the shadow. И затем мы переходим в тень. What is it that I am, but I go, I don't want to be? Кем я являюсь, но мне это не нравится. Таким человеком я не хочу быть, хотя я знаю, что эти стороны во мне есть. Okay. Now, then you should have these 6 movements, right? И получается, что у вас рождаются 6 движений по мере того, как вы переходите по кругу. So really, with Maria, we didn't have her dance it, but we just were able to capture the movements of each one. Then that's what you have to do first. И на самом деле, работая с Марией, у нас был своего рода танец, но мы прошли по первому его этапу. Мы просто исследовали движение каждой позиции, каждого аспекта. И это будет ваш первый шаг. So she has this movement. Сначала, помните, у Марии было She's это going to dance движение. it.
И потом мы просто танцуем эти движения, соединяя их. and start bringing all the pieces together Следующий наш этап, мы объединяем все эти движения вместе через танец. until you can dance it around the circle a couple of times. До тех пор, пока вы не сможете несколько раз протанцевать последовательность этих движений по кругу, соединяя их. And kind of relax, relax. Bring your whole self to it, both your consciousness and your unconsciousness, if you want to think of it that way, or your wholeness. Позвольте себе делать это в состоянии расслабленном, соединяя сознание, бессознательное, позволяя происходить тому, что происходит, и присутствуя в том, что происходит. Now, yeah, sorry. Да? Yeah. Thanks for your patience. Спасибо за терпение. Я обратила внимание, когда вы работали, вы возвращались в центрацию, а когда рассказывали, то вы просто ходили по кругу. I paid attention that when you worked with Maria, from time to time you brought her back to the center. Yeah. And when you explain the procedure now, you don't mention this step. You just go around the A circle. circle. It's a good question. Это хороший So from a вопрос. technical point of view, I Такой don't think there's any технический. rule about that. Ну, никаких четких правил, конечно же, у нас нету. If a person is having a difficult time sustaining the center, Но then I е- probably will bring them back Если periodically. я работаю с Yeah. человеком и вижу, что в какой-то из позиций он теряет свой центр, центрированность, то я And- часто возвращаю его в позицию центрированности. Because that was one of the beautiful things that Maria was doing, was she was allowing herself to kind of lose it and commit to the state, but then she was recovering it and getting it Потому back, что which это is big одна из knowledge for most очень of us. интересных вещей, которые делала Мария, попадая в какое-то состояние, она теряла центр, позволяла себе полностью ассоциироваться с этим состоянием, но затем она восстанавливала связь с центром, возвращалась в свой центр. So that I can lose my center and I can get it back. И это очень хороший lose it and навык, get it научиться тому, что мы можем терять центрированность, терять свой центр, но затем возвращаться к нему. And we risk it every time we raise our foot off of the ground and take a step. We risk На самом falling деле, over because we're in an unstable position. Это тот риск, с которым мы сталкиваемся каждый раз, когда поднимаем левую ногу или правую и хотим сделать шаг. Мы рискуем тем, что потеряем равновесие, свой центр и упадем. So it's such a great question because, if I want to be really secure, I can take the person back each time И это хороший Yeah. вопрос. Если я хочу Yeah. действительно быть очень уверенной в том, что не потеряю свой center. центр, мы можем добавить вот этот шаг между каждой позицией возвращаться в центр. But also восстанавливать just let your центрированность. intuition guide you on that. If a person is not having a difficult time, they may just need to shake a little bit and then step into the next one and shake a little bit, just so that they can kind of keep them discreet enough that they can find the movement. Но при этом, я предлагаю вам следовать за своей интуицией. Если вы видите, что другой человек не теряет свой центр, то можно просто предложить ему встряхнуться и перейти в следующую позицию. Once you start to really get that sense of making a centering or that balancing place or finding that coach state, whatever you want to call it, Знаете, как только у as a вас practice, появится навык возвращаться в свой центр, находить свой центр, как только это станет вашей ежедневной, нормальной, привычной практикой. So, Robert always uses the example, and I like it, about, everybody here probably brushes your teeth a couple of times a day, right? Знаете, Роберт любит приводить пример, который мне нравится. Каждый из здесь присутствующих, скорее всего, пару раз в день зубы чистит. Правильно? Bing! You should. Стоит. And you better be flossing, too. Стоит. Well, why do you do that? Но почему вы это делаете? Why do you bother? Зачем вообще чистить зубы? Somebody told me to do it, and so I do it. No. Кто-то мне сказал это сделать, поэтому я это делаю? Нет. It has long-term health benefits, right? У чистки зубов есть долгосрочный, позитивный для вашего здоровья эффект, правильно? It has long-term health benefits. You do it for a reason, It doesn't take very long to do it. Это долгосрочный позитивный эффект для вашего здоровья. Много времени на эту процедуру не уходит. Generally, we do it a couple times a day, or at least once a day. И обычно люди делают это пару раз в день, может быть, один раз в день в крайнем случае. And it's a practice И это такая привычка, практика. that becomes an automatic practice Практика, которая для нас становится очень автоматической, привычной. that has benefits. И при этом имеет пользу для нас. And not just in the moment, so you go, oh, I can kiss my boyfriend or girlfriend and be fresh. И не моментальную пользу, не только моментальную пользу. Я почистила зубы, теперь могу поцеловаться со своим любимым. But it has longer-term benefits. Но эффект долгосрочный, позитивный долгосрочный эффект. And the same with that sense of centering. И то же самое с практикой центрирования.
When you're brushing your teeth, you can center. Например, когда вы чистите зубы, вы можете приучить себя центрироваться одновременно. Seriously. Серьезно. Yeah. Какой завершающий шаг этой работы? And what would be the concluding step of this work? I think the concluding step of this work is to ask the questions, because it really is an exploration, is to ask the questions, like I was asking Maria, did you have any awarenesses that you want to share? Did you have any insights that you wanted to share? Я думаю, Any что- learnings? Я думаю, что завершающий этап этого процесса, поскольку это процесс исследования, And, завершающий этап этого процесса будет yeah. задать вашему партнеру несколько вопросов, то же самое, что я сделала работой с Марией. Какие у тебя были открытия, ты чему-то научилась из этого опыта, что интересное ты заметила? Like when you really start to look at the field of yourself in a way, to kind of open up to that larger field of self, what kinds of knowledge do you И become прямо aware сейчас, of? когда ты соединяешься с этим большим полем себя, со всеми этими аспектами одновременно, Good какие question. озарения у тебя появляются, чувства, что ты понимаешь, чему ты Does учишься? that make sense? Понятно? Здесь получается два позитивных якоря, 4 нересурсных. So here we have two positive anchors and 4 negative positions. No, Нет. they're not positive or Они не negative. позитивные, не негативные. That's a judgment. Это суждение. Oh. They just are. В общем, это просто позиции. So Мы переходим из одного в другое, не след. this one feels pretty good. Смотрите, вот это хорошее состояние. This one feels pretty И good. это тоже. This one feels И pretty это good. хорошо. This one, it's Это- yeah. That's where I said, this is about, oh, I feel really good about who I am. Здесь This мне- is like, wow. Здесь я my очень хорошо potential. чувствую себя по поводу себя. Здесь мой потенциал, энтузиазм. Could be a little frustrating, Здесь может when быть you want to небольшая do something and you фрустрация. can't. Я бы этого хотел, но This нет one's kind возможности. of not a bad thing. It's just resolute. It's clarity. It's мои clear. That's not me. There's Позиции nothing wrong границ — with that. это Yeah. неплохое состояние. Это очень четкое состояние. Я знаю, кто я, и я знаю, кем я не являюсь. Weakness is ясность. sometimes a little fear because I don't want to develop that way. Состояние you know. слабости может вызывать у нас чуть-чуть страха. But that's Я не okay. хочу становиться таким человеком. Я не хочу, чтобы это со мной происходило. And this is sort of being honest with, myself and going, А здесь there's я parts просто of- честен с собой. Признаю те части, которые во мне есть. we all have probably parts of ourselves that we don't like that much ourselves. У нас, у каждого, скорее всего, есть те части, которые нам не особо в себе нравятся. But I guess what I would say is don't make an evaluation about it being good or bad. It just is. It just is. Но я бы ответила на твой вопрос так. Старайся не оценивать, хорошая позиция или плохая. Это просто аспекты нас, которые реально в нас есть. Holy crap! Something's going on there. Вот черт, что тут происходит? Коллапса здесь не произойдет. So it will not create the collapse of negative and positive anchors. I don't. That's the wisdom of the body. The Я body не знаю. doesn't think of things as negative and positive. Я не знаю, это же This мудрость is твоего this тела. is the other mind that does that. А the твое cognitive тело не mind. оценивает опыт в категориях позитивного и негативного. Это делает вот этот разум. Yeah. So the body just sends signals. Yeah? Тело всего лишь проживает сигналы и посылает их нам. So what happens in a system when you start to create И space? что происходит в системе, когда мы начинаем выстраивать общее поле? It's like self-organization theory. If you know self-organization Знаете theory, right? теорию самоорганизующихся систем? Each one of these states has certain attractors, Смотрите, в каждом из этих positive состояний or negative, есть depending on определенные how you think about it. How you think аттракторы. about it, Вы right? можете их считать позитивными, негативными, все зависит от того, как вы к ним относитесь. So my system will organize around whatever those attractors are. И моя система организуется вокруг этих аттракторов, они все на нее влияют. When I start to sort of make all these connections, А когда я начинаю выстраивать связи между ними, and the whole system now can start to reorganize. вся система начинает реорганизоваться, реструктурироваться. Things are happening. Connections are being made. Connections, right? Things Начинает happen in что-то there, происходить, начинают выстраиваться взаимосвязи, восстанавливаться. so that the whole system И в результате вся can система start to find a different, yeah. начинает реорганизовываться и искать для себя новый стазис. Now, in the early days of NLP, we might also go, yeah, if you took 2 states, let me take my coach state Знаете, в and старом- let me take my weak В state. добром НЛП мы бы выделили 2 состояния: позитивное состояние, негативное состояние. And create
2 anchors, создали бы для каждого из них по якорю, then a similar thing starts to happen in the body. They start to associate. но потом похожий opposed to процесс be начал бы происходить disassociated. в теле. Эти бы части, эти разные состояния начали бы ассоциироваться, In reality, in the объединяться. body, they weren't disassociated. А в реальности, в нашем теле, эти части никогда и не были разрозненными. But there are attractors in there Но есть аттракторы в нашей системе. that go in the whole landscape. Смотрите, во всем масштабном ландшафте, And if this is a state, if this is a basin in the landscape, and there's a lot of attractors there, смотрите, это наш ландшафт, и это бассейн, и в нем много всяких аттракторов. and let's say I go, this is for me a positive state. Let's say it's a state of confidence, right? Допустим, для меня субъективно это позитивное состояние, я его люблю, например, состояние уверенности. And let's say this state over here got what is a negative state, right? А I go, вот это состояние в моем ландшафте я не люблю, оно для меня негативное. so, if this is stronger, if these attractors, if I have more experience here, if these attractors are stronger Смотрите, что than происходит. these, Если вот эти аттракторы этого состояния сильнее, если в своей жизни я переживала больше такого опыта, и эти аттракторы стали сильнее, чем вот эти аттракторы, kind of regardless of what I cognitively want or don't want, То I'm going to независимо- organize around those attractors. независимо от You know? того, что я хочу для себя сознательно или чего я не хочу для своей жизни, вся моя личность будет организовываться вокруг этих аттракторов. It's like if the marble is moving around, in here in the paper, and it comes to a certain place, it's going to naturally go there because it's got a deeper, broader basin. То есть, in the смотрите, как experience. если бы по ветру летал какой-то листик, но прилетая сюда, его бы начинало сюда затягивать, потому что здесь гораздо больше опыта и более сильные аттракторы. Change happens Когда происходит изменение? Что такое изменение? between here and here. Как It происходит requires изменение? both of those, right? And that's the other part of collapsing anchors, is that you have to have both the present state of the system and the desired state of the system and Для- go, which has the strongest attraction, right? Для In the body. изменений нам важно включать в свою систему и одно состояние, и второе, и одни аттракторы, и вторые, потому что и одни, и вторые в нас есть, и нам нужно понимать, какие аттракторы действуют сильнее в нашем теле. But then I have to get out of my own way Но затем Right. мне нужно постараться and себе let не the body мешать do that because it knows how. и позволить моему телу произвести нужные изменения, потому что тело знает, как эти изменения сделать. When I start anchoring or associating a certain world to a sound or a touch or an image, Когда я сознательно использую якорение, Right. например, соединяю желаемое состояние с каким-то словом или с образом, или с жестом, ощущением. the reason I go to the outcome you want and stay there for a while so that the body can start to organize in that direction. Зачем я это делаю? Для того, чтобы попасть в желаемое состояние, побыть в нем, и чтобы тело начало реорганизовываться вокруг него. And now bring in some more resources, right? Наполняю его ресурсами, Bring in some more strength. наполняю силой. Bring in some lightness or humor. You start to now add more and more attractors. Юмор, легкость. Я добавляю все больше и больше позитивных аттракторов. This in relationship to this И тогда постепенно вот этот бассейн по сравнению с этим will allow the system to start to go, oh, this one gets really deep and this one starts to soften. позволяет системе измениться. Этот заглубляется, That's change. а этот становится более мелким. И это и есть In those изменение, relationships. когда изменились отношения между аттракторами. That makes sense? Понятно? Thank you. Excellent Спасибо. question. Хороший вопрос. Very neurolinguini. Очень нейролингвини. And so, because this is a finally got you. Because this is a self-organizing system. Потому что мы — это самоорганизующаяся система. That's where I go, where are the obstacles? Поэтому нам интересно, где у нас находятся препятствия. The obstacles are generally in our thinking. Yeah. Обычно препятствия в нашем We have an important message from our мышлении. sponsor. У нас есть важное сообщение. Не важное. Just
Just let me build on that, what you said, Judith. Могу я I просто think дополнить то, что, Джудит, ты There are сказала? therapists in the room, and there are coaches in the room, Я and думаю, что trainers in здесь the room, есть и right? коучи, и терапевты, и So- тренеры. People come to you because they have a kind of suffering, a complaint, И they вы don't знаете, feel well. что люди к вам приходят, потому что они сталкиваются с болью, со страданиями, им некомфортно в жизни. Is that Так? correct? Так? Good. Okay, so Хорошо. we are on the same page, То right? есть мы с вами на одной и той же странице реальности. I think this is wonderful. This is a wonderful model because И смотрите, if это you чудесная think about модель, it- потому что если вы о ней подумаете, other way, this way, more of this way. Oh yeah, here we go. Yeah. So if you think about these expressions, Если none вы- of these expressions of the positive ones can be explained without the negative ones. если вы подумаете про все эти аспекты, ни один из них не может, мы не можем понять и прожить ни один из них без проживания Quote, так называемых негативных Right. аспектов. So you need boundaries to understand your potential. То есть на самом деле нам нужны границы, чтобы осознать свой потенциал. Правильно? I don't give it all away. И The чтобы point не раздать свой the потенциал, point не is отдать this, другим людям свой this потенциал. represents a kind of map where you can go with your people. То есть можно сказать, что это карта, которую вы можете использовать, работая с клиентами. Да? So they come and they might complain and you think it's a weakness, but is it really a weakness? Ваш клиент может They are жаловаться, и вам может казаться, что это его слабость, но является ли это его слабостью на самом деле? And if this is the weakness they state, where is the core? И если это все-таки их слабость, то тогда где их центр, где их сердцевина? No. I was just teasing. Now, don't give it all away too fast, you know. Я so- шутила, говоря, не отдавай... я шутила, говоря, не раскрывай все карты слишком быстро. But let me add on that because he's Ну, давайте я absolutely добавлю, right. потому These что are он прав. the awarenesses that I want you to discover. Sorry? I said these are awarenesses that I also want you to discover. Я хочу, чтобы эти открытия вы сами самостоятельно обнаружили. Notice what happens just through the body. Просто обращайте внимание на то, что с вами будет происходить в вашем теле. Now, I'm asking you to do this with the body, right? Я прошу вас делать это, следуя за своим телом. If I'm a coach, И если я работаю как коуч, every step in this could be a session or 2 sessions. то проживание каждого из аспектов может занимать сессию или 2 сессии. I mean, just spending enough time to really help a person find a core in relationship to the weakness. То есть наша задача уделить достаточно времени, чтобы наш клиент, находясь, контактируя, например, со слабостью, мог делать это, привнося сюда контакт со своей сутью, со своей сердцевиной. If you're a consultant, Если вы консультант, if you were going to use this sort of as you have it written as a sort of metaphor or a symbol, и собираетесь использовать эту модель you как can do branding in a company. метафору, то вы можете работать даже с компанией, например, помогая компании проводить брендинг. There's a lot of wisdom, in sort of the structure, В этой структуре очень много мудрости, and you'll find that out. и вы это выясните сами. So, yeah. И У меня вопрос, я не очень понял. Мы, допустим, заходим в лимитацию, да, в ограничения, и я полностью погружаюсь, и, допустим, у меня какая-то поза вот такая, совсем нересурсная, и у меня какие-то тяжелые чувства. Я в этой позе как бы пребываю в этом шаге, или все-таки я пытаюсь через центрирование найти какую-то другую позу, где мне будет получше? the question is, when I, for example, go to limitation, Yeah. and my body reacts in quite unresourceful movement, totally unresourceful, do I try to center and change it to something more resourceful, or do I just experience what happens and go to the next position? Great question. Хороший вопрос. What I want you to be able to start to learn to do as part of the wisdom of the body Значит, что я хочу, чтобы вы начали учиться делать? is to go to the state, but from a centered place. Учились действительно входить в этот аспект себя, но в центрированном состоянии в него See, входить. it's different for me to collapse into a Смотрите, state. это большая разница. Если я коллапсирую в какое-то состояние, That's different to be triggered into the state and go, okay, now it's hopeless and I'm helpless. или когда меня затягивает жизнь в это состояние, ощущаю себя беспомощной, безнадежной, в I отчаянии, don't have integrity in my system. и в моей системе нет I'm- никакой целостности, I'm scared. мне страшно, I want to run.
Я хочу убежать or I get aggressive. или становлюсь Right. агрессивной. Those are all survival strategies in the crash state. То есть во мне включаются эти автоматические стратегии выживания и состояние крэш. To stay centered, И вторая история, когда мы to step into остаемся that from a bigger space центрированными, и состояние центрированности Exactly. и соединенности с большим пространством and invite проживаем. it in. В это состояние приглашаем этот опыт. Then invite it in. Приглашаем этот опыт. That's what holding means. That's Вот then что I can значит hold it. удерживать. Вот что значит вмещать. Then I can ask the questions, and you may need a little support for that. That's Вот- why we're here with Вот each other. тогда-то я могу задать себе вопрос. И, возможно, уйдет время, чтобы вы этому научились. И вам понадобится поддержка. And I invite it in and hold it. Then I can say И когда я из состояния центрированности what needs to приглашаю be heard, этот what опыт, needs to be held, и могу задать вопрос, что здесь мне нужно what услышать, needs to be healed. что мне нужно встретить и принять, и что мне нужно исцелить. And what I'm kind of saying is I don't have to cognitively understand all that, but I do have to recognize and acknowledge it's part of who I am in that И moment. что я хочу сказать? Мне не обязательно сознательно понимать, о чем идет речь, но мне важно принимать то, что происходит, принимать, что это часть меня, и А вы- удерживать это. A lot of you know about sponsorship, right? Очень многие из вас знают про I see you. спонсорство. Знаете отношения? it's Я good to тебя see you. вижу, я вижу тебя. So you're seen. И вам важно видеть. It's the same thing with ourselves. I see you. Как- I see that. И точно так же важно относиться к своим проявлениям. Я вижу тебя. So now it's part of the system, and it can find a new balance. And I think that's what Maria showed us so elegantly. Когда мы видим и встречаем свои части, они становятся включенными. Avatar, yes. So Становятся включенными и становятся частью нас, и система реорганизуется. another beautiful question. So thank you for Спасибо that. за вопрос. Yeah, it's very different to be driven and collapse into something than it is to be able to stand in your own integrity and invite. И это очень сильно отличается от того, And go, когда нас насильно затягивает в состояние крэш. Нужно ли завершить весь процесс единым соматическим танцем, входить по всем позициям целиком? Или здесь такой задачи? Do we have a task to conclude this work with united dance that unites all Yes. Yeah. You're ultimately, you want the person, once you have the movements, Да, на самом деле наша задача, когда человек поисследовал все движения, to dance that dance, to мы connect them приглашаем all человека together, начинать танцевать и через танец объединять эти аспекты. and always end in the core. И заканчиваем работу всегда в контакте со своей сердцевиной. Begin and end in your core. center, yeah. Начинаем и заканчиваем в себе, в своей сердцевине. Are you ready? Готовы? Yeah. Да? Da. Да? Da. Da. Да? Da. Nick. Any Nick? Есть? Нет Nick. какие-нибудь? Nick. Any of those? Нет? We have one over there. Есть одно нет вон там? Not ready? Ready. Не готовы? Готовы? Okay, good. Хорошо. All right. This is yes, this is no. Это да, это нет. Okay, now could I would you all do me one favor? Would the people who are kind of new to NLP, if you would stand up? Можете сделать мне одно одолжение? Те люди из вас, кто не знаком с НЛП, совсем новички, можете встать? Would you stand up just so we Можете can встать? see Чтобы мы the просто people who are увидели new? тех людей, для которых этот опыт может быть совсем новым. So would other people who are not new to NLP, Смотрите, а те, кто не новички, would старички, you find a partner with the new пожалуйста, people? постарайтесь найти себе Right? партнера из тех людей, кто встал. Okay? You Хорошо? know what I mean? Поняли меня? Those of you who have experience, Все из вас, у кого есть опыт, work with some people who don't have experience. пожалуйста, объединитесь с теми, у кого опыта меньше. Great. Здорово. So they're looking for partners. Great. Они ищут партнеров. All How much right. time? Watch You're time. going to have about 25 minutes each. У вас будет на каждого где-то по 25 минут. 25 minutes each. По 25 Is минут that на good, you каждого. think?